Друзья, всем привет! С вами Слава Артист, вы смотрите канал Team Spirit. И это первый влог с Фиссуры Playground 2. Я уже рядом с отелем, парни уже все приехали, кроме Фила. Ждем Фила и отправимся показывать вам, как ребята здесь будут жить, какой-нибудь практис и все остальное. Вот, сегодня у нас медиа-день довольно долгий, с 4 часов дня до 10 вечера вроде даже. На самом деле, ничего не поменялось с последней Фиссуры Playground. Тот же самый отель, тот же самый СВ-центр, где мы будем играть. Но у нас поменялся 5-й игрок, как вы все знаете. Поэтому, я уверен, турнир будет супер интересным. Все, ждем Фила и погнали, я вам все покажу. Привет, Сань. Сань, идем заселяться в твой номер. Я буду с тобой ходить, да. Сегодня день Саши Филина. Что скажешь? Скажи, что доволен, пожалуйста. Ты мне мув за мной нажал? Да, я мув за тобой нажал. Ну, не мой номер теперь. Да, обзор номера Нажимаю. Саши Филина. Ну вы по одному живете здесь. Самое удобное вообще, мне кажется. С кем комфортнее всего жить? Сэра, что он приходит, типа, на 2 часа позже от боя, там, или на 1,5. А я думаю, ты пока один. видосики смотришь, рилсики, да, тиктоки. А я реально последний? Да, Сань, поэтому я тебя и ждал. Все перестали опаздывать? Все перестали опаздывать. Ярик опаздывал уже всегда. А Ярика больше с нами нет в команде. Давай. Получается, что так, Сань. Все как обычно. Сань, ну роскошно вообще, нет? Как обычно все. У тебя тут есть ванна теперь. Ванна, реально? Да. Ты можешь кайфовать. Типа, Вот это реально хорошо. в Сербии просто очень редко бывает у кого-то ванна вообще в квартирах. В отелях тоже. Обычно душ, а вот Сане повезло сегодня. А мы что, ничего не делаем? Худос. Ну-ка, в эту поиграем. О, блин, кстати, рукав прикольный. Здорово. Как это там в этом фильме, я забыл, ой, в сериале, как он назывался? Где чел на инвалидной коляске сидел. Бля, 1+1? Да, Во все тяжкие. А. Сидел вот так легал. А, да. А потом взорвался, нахуй. Мужик. Интересно, она будет заряжаться кинетической энергией или нет? То, что клацаешь на нее. Я в психушке уже, клянусь. Так это только начало. Да. Я уже чувствую, как кто-то ныть будет, да перестаньте кликать. Я такой просто буду. Я знаю, кто первый. Знаешь, кто? Мага Коллапс. 100%. А это приятно кликать прям? Как просто клава? Руки. Дай. Ну как мембранка? Как вибранка просто? Синие свечи? Ну потрогай, покликай. Приятно, да. Пошли с нами к магии, идешь? Пойдем. А что там бага? Ничего, просто готовить. Привет! Он что-то писал. Он что-то писал, типа, мы очень выходили, мы очень срочно вниз. Надо поговорить, я думаю, что вообще случилось. Сейчас узнаю. Как тебе новые твои игроки, Оли? Супер вообще. Кота? Отличные ребята. Нормальные пары? Да, супер спокойные. Первый раз таких людей вижу в жизни. Пока вся команда, там будет только психи. Эти прям просто обычные ребята. Просто молчат. Да. Я видел ваш лоб первый, смешной, с буткемпа. Смешной? Да. Хорошо. Ты там завез, как обычно. Ну, конечно. Ну как, Ну, тоже еще. так, моя школа, я тебя научил просто. Да. Как вообще игра поменялась у вас? Вот пришел Тан, пришел Ярик. Что глобально ты заметил? Ну, Ярик, он был такой, типа, последний год, что, ну, видно было, что он устал, и как бы он прилагал меньше усилий. Ну, я с ним пытался что-то приложить, но это все равно как бы недостаточно. А Никита, он сейчас всего пришел, короче, такой заряженный. весь. Молодая кровь, можно сказать, 26 лет. Типа, да, он готов работать, пока что, вот мы играем, вот первый месяц, пока что все окей. Абадон Керри. Че это такое? Ну вы драфтили Абадон Керри, вот я хочу спросить. Будон Кири нормально. Нормальная же история, да? Просто все выписывали за Абадона Керри почему-то вам. Он хороший герой в определенных фейров. Он хорош в Акса, хорош в Марса. Ну, короче, есть героев. Сейчас команды поменялись сильно. Дешафл были. Да. Но у Фальконс ничего не меняли? Нет. Топ-3 команды сейчас. Фальконс, Команды Тундра. Фальконс, Тундра, мы, я думаю. Угу. А Хероик что скажешь? Хероик, Там. правильно, не словили. Посмотрим, как дальше все будет показывать. А вот эти? Вообще с этим вообще. Эти чего вообще пивные? Саня в охуе не сидит, он только про мышцы думает. И мы из-за этого кайфуем, потому что он про доту не думает. Когда он начнет про доту думать, мы сразу начнем он этого тут же, кстати, подсадил на мышцы, то что сейчас будет, короче, в зал ходить, а я это не хожу в зал. В общем, вот такие дела. Вот чем больше вес на штанге, тем тяжелее эгис. А ты вчера заехал? Вчера. Утром.
А ты когда заехал? Часа 2 назад. Помылся? Бодрый ты нет? Сейчас заехал, уебался своей хаты. Бля, новая хата, кайф. Первый же день нет света, второй день нет воды. Третий день потом взрывает нахуй. Ярик, если ты смотришь, ты вот мы из-за тебя бы сейчас стояли, ждали эту всю хуйню. Мы клянусь, вот реально, я типа думаю, кого-то не хватает. Потому что всегда один чё опаздывает, это чё вот этот Ярослав? Не найдено в том-то и дело, его тут нет. Его не нашли. Бля, вот я понял, короче, вот если Ярика нет, то ты меня, походу, да, будешь заебаться с их у нее. Я единственный сам разговорчивый после Ярика. Брат, я теперь его лучший друг. Так как в перчатке меняешь друзей. Мой лучший друг. Панта? Никита. Двигаем, друзья, на медичку. Снимать контент для вас. У нас сегодня будут и фоточки, и видосики, и какие-то проходочки. Ну, как обычно, медиа-день стандартный. Мага сегодня будет завозить, я уверен, потому что он мне пообещал вне кадра. Сказал, сегодня, да, я на завозе. На Валахе вот самый прикольный, короче, медиа-день, потому что там приходишь, буквально там находишься 15 минут, максимум. Просто фотки и все. Ты просто нафоткаешься. Ну, конечно, они же в Валахе проводят 5 раз в году в одном и том же месте, в одной и той же студии. О, давайте даю штучки, а ты их называешь по-женски. Это что? Аура. Что? Аура. Какая-то аура. Для чего это? Тени, типа какой-то Это не порошок. тени. Нет? Для чего это? Подожди, это фиксатор какой-то? Ты Сколько прочитал? стоит? Ты прочитал? Нет, ну для чего это? Сколько стоит? Откуда я знаю еще цену для чего этого? Это для глаз, наверное, что там. Вообще, Мага прав, это супер фиксация для бровей и ресниц. Хотя нет, это помада должна быть. Это помада? Это Нет, консилер? не, Это это консилер, 100%. консилер. Ну это что, вообще что? Это что? Это какой-то, ну это мазь, короче, для лица. Это тоже консилер, да. Это что? Это тени, наверное. Это румяна, да? Ну, румяна, да, Это что такое. палитра для контура. Это этот спрей для славы. Это мицелляр, наверное. Да, это материал. Все? А Это что? Это ватки. Блин, красиво. Ватная диска, ватки. Что вас Кто спрашивают? величайший игрок? Кто величайший? В данный момент из тех, кто играет. Вот ты назвал. Ковалюха. Илюха? Да. Ну так, подлезал, то есть. Да. А ты меня назвал, да? Я чё, ты не игрок, иди. Ты уже сделал проходочку на зеленом? Угу. Там ёбнутая походка была. Что сделал? Я сделал вот так. Так, пара. Проходочка. Я сейчас такой кринж. Да? Не это. Вот такое мне надо делать. Какие-то документы. Тихо. Может, 1-1 выскочил? Да. Пам! И все. Пам-пам-пам. Пим. Ладно. Друзья, 1000 лайков. Видос набирает. Мы в ринге в масле. В масле? Ладно, какая 1000, ребят? 100 тысяч. Саня красавчик. Можно разобрать. Надо уже реально придумываться. Ну, как будто... Может, свеча, тебя, знаешь, сбрасывать. Во. Ну, это мага ты поменял. Мага не делай больше. Мага тебе в топе Могу-то. Да. Надо конкурс в Телеграме объявить. Да. Придумайте мне под. Все. Подписывайтесь на телеграм-канал, правильно? И ссылка. И все. Решил на каком киберспорте, считаю, артиста. Лучший игрок Valorant, в свое время выиграл чемпионаты. Также имеет хорошее КД ФКС. К сожалению, завершил карьеру. Но по-прежнему остается легендарным. Ты дурак? Ну, может, серьезно пишешь? Так нормально. Завозик. Ну ладно, завозик, пойдем. Лучший игрок на данный момент, я думаю, это Рю. Вот, он же Фил, который играет Team Spirit. Очень сильный игрок, сильно отыгрывал. Хорошо играет, и ну, я ему респектую за это. Знаешь, кого фильм назвал? Кого? Как ты думаешь? Я не знаю. Стэника? Меня. Не, реально, кого он назвал? Меня реально. А, да? Друзья, у нас последняя медиа-единица. Ты еще снимался где-то, да? Мне запретили туда идти, к сожалению. Что ты делал? А почему тебя запретили? Сказали, нельзя это показывать. А вот этим можно было А снимать. вот тут кем? Которые вот про команды соперника были.
Не знаю. Вот так вот делаю. Я обманул, не знаю, что там было вообще. Были вопросы просто друг дружки, которые нам написали, и немножко импровизации. Мы тут что-то поговорили, пообщались, задавали вопросы. Вопросы были в целом нормальные. Второе, это было 4 факта. О каждом был один факт, и нужно было угадать, чей факт чей. К сожалению, мой факт Вован уже знал, поэтому, когда он выскочил, он поржал и сразу меня спалил. Вот. Какой у тебя факт был? Короче, мой факт был, что уехал из бара с 2 девушками. Понял. Все? Забирайте ее на просыде. Скажите, парни, сдавали ли вы ЕГЭ в своей жизни? Нет, я сдавал белорусские экзамены. Я не дошел. Они называются ЦТ. ОГЭ сдавал. ОГЭ сдавал, то есть ЕГЭ не было. Ну, сейчас у нас с вами будет ЕГЭ по доте. Я вам скажу, что уже кое-кто из спиритов проходил. У нас ЕГЭ по доте. Это были Мипошка и Ларл. Справились неплохо. Поэтому сейчас у нас с вами будет формат ЕГЭ по доте. Перед вами есть еще пицца, шоколадки, водичка. Все это можно пить и есть, если вдруг вы устанете. Это школьная, столовая. Не, ну а по-другому выглядит. Она по мажорне чуть-чуть выглядит. Это по мажорне выглядит, это пепперони какая-то. Ну и вы уже как бы Тоже серьезные. Ну это дефолтные сосиски, правильно? Вот это, пицца. Ну да, да. Но они как-то вот на богатом выглядят реально. И как будто слишком Они хорошо. съедобные и вкусные, если что. Нормальная пицца? Нормально. По 10 балочки. Шестерочка. Подзасохло уже. Надеюсь, что это видео будет доказательством того, что дотеры не тупые, а не наоборот. Сколько они баллов набрали? Нет такого? А мы только в истории там обосрались. Мы там пару раз чуть не повезло. Запятыми. Чуть не хватило интеллекта. Ну, если бы я, может быть, 10 класс доучился, я бы, может быть, ответил. А ты 9 закончил в колледж, правильно? Как все 9,5. 9,5. 10,5. 10,5. А тебя выгнали из школы? Я перестал ходить. Просто перестал ходить? Ну, что-то... А что ты сказал учителям? Типа, я не пойду больше. Учителям ничего не говорил. С мамой пришлось бороться. Мама сказала, я не пойду больше. Ну, типа, что-то просто Мама перестал. сказала, ну ладно. Не, мама воевала до конца. Потом ты съездил на первый лан, заработал 5000 рублей. Не, потом сказал, я сидел год, играл. Меня все равно отправили в колледж. Я проходил половину курса. Ну, типа, да, полсеместра, семестр один. Второй уже не ходил, на второй курс я уже не появлялся. На второй курс я пришел один раз, когда была пара 5-я. Потому что раньше я проснуться не мог. Еще. По классике, нахуй, соснем у черепахи, блядь, да чтоб с меня ржали. Ну это точно не Дред сказал. Думаю, это Жотом сказал. Да, это у нас будет новогодний ролик. Пишите письмо Деду Морозу, что вы хотите на Новый год. Мы пишем, по сути, мы здесь как бы отыгрываем. То есть из разряда мы пишем, такие задумались немного. Я знаю, я хочу вот это. Там посмотрели Новый год, можно там елки вот так вот сделать, шишку чуть-чуть потрогать. У тебя сейчас на камере есть просто самый главный обман видео. Да, да. Все, думаешь, я что вас это разоблачу. реально? А я вас разоблачу. Да не надо, Стас. Не надо. Топ-10 афер в киберспорте выйдет новый ролик от артиста. Да, да, да. Топ-1 Bad Boom Esports новогодний ролик. А вы знали? Медичка, все. Много показать нельзя было, к сожалению. Но вы все увидите на канале Bad Boom Esports, поэтому следите за этим каналом. Ну и за нашим тоже. Не забывайте подписываться. А сейчас у нас SSD сетап стандартный, дефолтненький. У тебя очень умная пятерка, Диман. Ну, вообще, блин, можно поспорить. Ну, я Можно было, да. Я там за математику посчитал в процентах. Нет, математику можно было алгоритм воздушный. Так я сдавал алгоритмы и интегралы. У меня все было. У меня все было. Правда, я сейчас нифига не сделал. Формула дискриминанта, брат. Дискриминанта? Да. Что-то В квадрате минус 4 отца. Ты чел 7 классов закончил. Он пиздит, это не формула дискриминанта. Решение вон ax bx d равно b в квадрате минус 4. Все. Филгейм. Это единственное, что я помню. единственное, что я помню со школы, это число пи. Точностью? Да. Давай. 3 точка. 3.14. Да. Никита сказал, что у него самая лучшая клавиатура сейчас в киберспорте. В киберспорте? Да. Ну, это новая Wooking, нормально. Но они магнитки уже ничем не отличаются. Но у меня просто кастомная выглядит. А ты что такой накачанный, кстати? Футболка так накачивает. Специально футболка, чтобы накачивал мускул. Он накачанный. А чё ты сразу ответочку наблюдаешь? Я ж говорю, не включай ответку. Такой спортсмен. Я бургерный король. Бургерный король? Бургерный король.
Это SSD сетап самоюза, который есть overall. Это все настраивается за 5 минут, даже до прихода туда времени ты так или иначе находишься. Но вдруг... Да нет, все Марат, что с призумываешь? Да, беда. Ты же спортсменом был. Сидел, да я, пацаны, бля, спорт, нахуй, да я качался в Махачкале. Да, бля, мы с пацанами. Да, бля, мы с пацанами из качалки не выходили. Так же, Мага, через пару месяцев доты. Сидишь шоколадки каждый день. Если что, на буткемпе питаюсь только шоколадками и чипсами. Потом, когда я иду есть, он говорит, а я не хочу есть. Так же, Мага, просто хавает чипсики и шоколад. Слишком просто у меня все в жизни, чтобы я хотел заедать сладким. Я же тебе говорю, а ты говоришь, что у меня настроение хорошее. В жизни все хуёво. Это у меня на лице, вот, типа, знаешь. Это депрессия, да, знаешь? Типа самые грустные люди, на людях они счастливые. Вот это что, главный клоун, если что, каждый. Я вижу, как он забирается в угол, говорит, ты лучше всех. Да, Дычик, у тебя все получится. Ни разу. Они еще вместе в одной комнате живут, поэтому какие-то вещи мы узнаем с вами впервые. Я ищу одного агри постоянно в комнату к нам с Умоня. Под ником Ятора. Это пиздец, если что, заходит в час ночи, просто заходит с сапогом и говорит, нахуй ты у меня его на кровати оставляешь, говн. Я взял у Фила тапок, спиздил, ему на кровать положил. Он ко мне врывается в комнату с тапком, я говорю, это Фил сделал, он идет к ним. Нормально. Сам герой на пятерку. Сам герой на пятерку, который 0.15. Огр? Огрмак. Чтобы огра завтра пикнуть. Не, когда не будет больше. Ты же просил. Я знаю, ты говорил. Ты говорил. Бля, я, кстати, вот почему Спирит не выпустил до сих пор капсульную коллекцию Огрмак перечеркнутый. Я бы тебе, ну, у меня же никто же так сказал. Я отвечаю, раскупили бы инста, я бы такую реально капсулку сделал. Еще написать, типа, либо TI, типа, либо просто Sync, типа, 2025, Гамбург, но Огрмак. Ура, Никит, пойдем. Никит, ты молодец. Коврик справился, ты молодец. С кем ты войс проверял? Один? Нет, с моим другом из продакшена. Друзья? Да. Я нахожу все новых друзей, пока тебя рядом нет. Друзья, у нас все закончилось. Медичка закончилась. SSD мы выставили. Ты настроил все, как обычно. Ты красавчик. Сейчас идем кушать. Сейчас покушаем, и после ребята будут готовиться к завтрашней игре против Team Яндекс, как я знаю. Ну, Панта будет готовиться, Silent. Панта будет, Silent будет готовиться. Мага что будет делать? Мага будет играть в паблики. Ты не простая же. Если Мага играет в паблики, я сколько побеждаю. Слышал такое? Мы выиграли, что там, да. Друзья, мы вернулись в практис. Ребята покушали. Сейчас мужички играют в паблике. Play, Hard Support, Ranked, Random Draft. Правильно ему сунуть? Пусть кайфанет. А ты почему Дэна взял в команду? Надеюсь, он руинит, не нахуй, как обычно. Просто Люк, он писал мне то, что ты ему руинишь каждую папу. Не, это вообще хуй пиздешь. Не, я знаю, что он писал, но... Ну, сейчас приду, да, хорошо. Он пиздит. Это фейк. Правильно? Да. Стоп. А тебе Илюха каждый пап руинит, да? Плюс-минус. А ты рад, что его в команде? Честно? Да. Очень. С ним хотя бы весело. Всегда какая-то полная хуйня происходит, и это угар хотя бы. Я либо ныть буду, либо мы быстро снесем. Ныть, как обычно. Не как обычно, я редко, но это же я. Ментал гаты. Это что, если что в паблике с ним попадаешь, все, он он ебало не затыкает, он... Да я знаю, уже всегда орёт просто. Да блин, опять они вчетвером выйдут мид, конечно. Конечно, СВБ придет на мид. Да, конечно, у них Тимберли будет. Ну вот, конечно, Тимберли нет. Мне кажется, ты родоначальник скрытого пула. Ну, все игры, что мы играли с Дэном вместе против друг друга, мы ебали за 20, а он меня сносил за 15, без шансов причем. Значит, проблема ты. С Илюхой у нас игре там кибанул 25, наверное, процентов, там что-то такое. А ты с кем-то выиграешь вообще из нашей команды? Да, с Магой. С Магой не п***ать. Ты бы знал, какие игры я ему солю? Да. Так Мага в раннидоп не играет, без Джамби нет. Я как много ему руинил, но... Но он все равно выигрывает. Но он все равно выигрывал, да. Друзья, на этом будем заканчивать сегодняшний влог. Купил Диме кружку, кстати. Вот. Диман, похвастайся, пожалуйста, немножко. Развел Сламудия на кружку. Все теперь. Есть из чего пить чай на фиссуре. Кайфово, нет? Кстати, вот фиссура комп тут мне поставила, за что отдельное спасибо. Ну, я думаю, всем поставили. Поэтому респект. В любом случае, да, спасибо большое за рабочее место. Это отдельный респект. Следующий уровень, это уже последний, финальный. Обязательно большая кружка для чая на каждом турнире. И все. Лучший турнир ever. Они же смотрят наши. Ну вот я говорю, лучший турнир ever. Просто большая кружка для чая. Я чай не пью. Вообще это нормально, спасибо, Слав, мне нравится. Диман, буду пить и вспоминать о тебе. Лазер из глаз можешь сделать? Лазер из глаз? Да. Тебе? Давай. И можете Диман. Давай, лазер из глаз. Завтра у нас игра против Team Яндекс.
Кстати, как вам изменения в команде Team Яндекс вообще? Это усиление однозначно хорошие изменения. У них появились тир-1 игроки. Дуплетом плюс Сакс — это вообще крутое усиление. Интересно будет посмотреть, как товарищ Мартин будет играть с русскоговорящими игроками, потому что обычно всегда русскоговорящие приходят в английскую команду, тут наоборот. Но справедливости ради, я думаю, что Алимжан и Арман, то есть они, думаю, справятся. Они же играли все-таки в ГГ, у них опыт есть. Получается, нужно будет привыкнуть только через джуниору, я думаю, основная поинт. И Нотис Дужеки. Вот, но Нотис вроде тоже там проблем с английским не имеет, нормально. Вообще, кстати, вот Нотису сложнее всего будет, потому что они же на линии играют с Саксичем. Вот это, наверное, самое оптимальное. Но вроде как он готов. В любом случае, Сакс — это слишком крутой. А давай так, немного горчинки добавим. Какое худшее изменение вообще, как ты считаешь? Худшее изменение? Да, вообще у всех? Ну, худший трансфер за вот это вот время. Ну, прям, знаешь, вот такого прям супер ярого провала нет, просто по одной причине, что я рынок знаю и понимаю, кого не могу взять. Но, наверное, доступе, кто не самое, скажу не так, не худшее, а самое странное для меня, это то, что в Бутбум не взяли Ватсона. То есть они взяли Кирича. Это я не говорю, что это худшее, это просто для меня самое странное. Аврора примерно то же самое, вот честно говоря. То у них, может, сложнее будет по коммуникации, но я думаю, со временем они притрутся, и примерно то же самое останется. Я думаю, вот запомните все, ребята. Так. Есть еще некоторые такие, как Liquid. Они поставят Бокси на 5, а Тофу вернут на 4. Вот так вот. Да, потому что они, ну, во-первых, Тофу слабо очень играет на 5, это прям видно очень слабо. У него и с Вардингом есть проблемы, и с линией у них зачастую проблемы. Хотя они играют где-то на Ланае, да, допустим, он не должен он линию проиграть. Герои у них такие, что такое ощущение, что Бокси играет не очень на своих героях, и Тофу играет не очень на своих героях. Плюс, опять же, Бокси нужно ставить с Эйсом. Зачем, если они уже год стояли с Тофу? Эйс тоже на спаде, давайте будем откровенны. То есть, если брать последние вот 3 года, это 3-й год, да, то есть он... Когда с Дрочьем был... В прошлый раз он играл, в прошлый год к нему были вопросы, что он чуть-чуть подсдал. И поэтому я не очень понимаю, зачем они разлучают Тофу и Эйса. Короче, я уверен в том, что сделают Бокси на 5, Тофу на 4 вернется, и у них будет получше сразу игра. Сразу будет получше игра. У нас как вообще получше будет игра, как ты считаешь? Ну, ребята сказали, что новая кровь пришла, обновление, они счастливы. Нужно две вещи. Должны соблюдаться 2 условия. Первое условие — это чтобы Магомед и Александр играли... Да? Да, играли пабликов больше, чем я. Ага. Это первое условие. Я не понял. Невозможно. Ты не справляешься с задачей такой Он играет на уровне Ситора. 20 каждый день. Второе условие, что просто Никитосу время дали, потому что, ну, очевидно, ему супер тяжело. Типа, объем информации большой, все большое. Да, друзья, на такой ноте заканчиваем. Завтра играем против Team Яндекс. Будет интересное противостояние. БО3, все игры у нас будут. Увидимся через небольшую паузу. Ну что, друзья, у нас первый игровой день. Сегодня играем против Team Яндекс. Игра у нас вечерняя. Ребята тренировались сегодня очень много. Играли паблики. Во сколько вы проснулись? В 11-12, да, где-то? Бля, я сегодня хотел вообще проснуться на супер-ультра мотивации. Короче, в 10 утра супер-ультра мотивация. Но что-то я лег настолько поздно, что, ну, типа, я не мог просто уснуть, потому что первый раз ночуешь в отеле, там такая всегда ночь бывает. Я уснул в итоге ближе к 4, проснулся. На минус мотивации немножко. Не, это что-то понял, всю эту мотивацию ночную, короче. И рот никаких. Завтра, блядь, проснусь, сделаю 100 отжиманий. Кстати, так всегда бывает. Полная хуйня. Это ночью ты сидишь, думаешь, так, завтра в зал с утра, в 7 утра пойду в зал, на пробежку. Играем против Team Яндекс. Слышал, да, такую команду ты? Да, мяу. Курбан сказал, что они усилились 100% после замен. Давай общаться на кошачьем языке. Ты нормально вообще? Ну, типа, давай. Мяу-мяу-мяу. Отвечай. Мяу. Мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Мяу. Мяу. Мяу-мяу-мяу. Ребята уже готовятся. У нас вот пришел аналитик наш. Где? Аналитик вот наш. Где? Вот. Мистер Сикл. Очень красивый парень. Все. Подписывайтесь на его, кстати, на канал. Платный. Платный. Он нам вкидывает фейк-фишки для всяких прошников. Почему Нагрич начали вообще этот прогонанс? Так, почему они просто кристаллис не покупают? По какому кристаллисе? Кристаллис статов не дает, если ты его не можешь разобрать нормально, нужную шмотку. Имеется в виду, пока ты 10 секунд, типа эти, пока 10, ты можешь его за full прайс подать, да? Ты в любое время можешь продать за full прайс. Да? Да, в этом-то и прикол. Ты любой... Фалькон на стиков, да, я понимаю. Ты любой рецепт с любой шмотки продаешь, типа разбираешь за full прайс. Кроме Мидаса. Мидаса не можешь разобрать. Новая рубрика, друзья. ТикТоки от Рю. Оцениваем юмор нашей 4-й позиции. Паркер. По-моему, не гранцует. Паркер вас 60 FPS, липский пил. вообще, да? 60 FPS, А вам вообще все равно? Да нет, чисто похуй. Расслабляется, да. Каждый день на расслабление играет. Да, там хорошие расслабляющие есть практики у него. Йога. Да, йога. Да, утром йога. И эти техники дыхания, типа... Нормально. Здесь какие-то ритуалы, кстати, тренируют, правда?
Да, серьезно? на инвокере прокаст делать. Это база, но это сервис. На разминочке. Все прокасты, это из 10 скиллов на инвокере. Не знаю, вот этот чел просто Марса берет и 3 арены ставит и бегает. Это чё пытается хуй нарисовать аренами? 2 по бокам ставят и 2 вот так вот в центре. Какой ритуал прислужников? Каких прислужников, брат? Он до тех двух. Они прислужники? Ты их так называешь? Это саппорты прислужники. Мы приходим, говорим, притащите, пожалуйста. А лагерь Дота не видел? Я видел. Не, просто... Это 2 прислужника. Мне кажется, они просто делают больше в игре. Нет, они знаешь, что делают? Чем ты. Вот чел заходит, вот он сразу просыпается, он заходит в лобби, первое, что он делает, короче, покупает 4 варда, блинк, и вот берет максимальное, короче, количество вардов, самых импактных, ставит, типа, за 10 секунд. Или там стакает кэмбэк, короче, вот, типа, вот такое. А дальше выходит, потому что уже никто игру не выиграет. Никого-то нет в лобби. Ну, ошибка была Солар купить на этих чудищ вместо блинка на дизрапторе. А то, что Аганим купил Дизраптор, ой, на Юджикире первый сутов, это нормальная темка? Ну, вот нормально было. Это что, еще руинер, Мне казалось, там красавчик. Нет, там охуенный Аганим был. Просто был, ну, нормальный кол, типа, пацаны, подождите, Аганим. Тима, очевидно, пошел на фидела. Тима, очевидно, пингует, а там, типа, а где Джакира, what the fuck? А Джакира приходит последним и такой, эй, убегай, ем. Сори, пацаны, что-то минуту зафармился, посоветовал Трона Токио. Просто качайтесь, парни, да просто качайтесь. Давайте просто качаться, мы в 1000 раз будем сильнее, мы в миллион раз будем сильнее. А в чем ты не прав? Знаешь, лучше верить в что-то и проебать, чем просто следовать за кем-то. Отвечай, брат. Я с этого ахуя, если честно. Меня просто нахуй сейчас убило. Ну, я акции купил Team Spirit Training. На 500 тысяч. Он тебя уволить может. На 500 тысяч долларов. Меня уволят. Через 10 лет у меня будет типа 5 миллионов, и я тебе зарплату платить буду. Сыграешь, как у мерзкая, я лично ТЗП на... Пойду на Valve просто и сделаю тебе такой патч, вот это чё будет стоять против 4 героев на линии, если чё, а ты в миде? Нет, сделай просто портал из мида в топ. Бля, как Ты стоишь на медиа, а тебе с двух сайдов тэпают. на каждую руну портал можно поставить просто и все. Ты бы что добавил? Если нормально. Я бы добавил дебаф для игроков, которые идут на сейф-линию, минус 30 урона на первом левеле и минус 500 хп регена, чтобы хп вниз уходило со временем. Не, ну должны сделать так, чтобы Морж, например, если он из воды долго выходит, у него хп тикает на минус. Или на Славке тоже он задыхается. А если Феникс из воды выходит? Не, если он в воду заходит, наоборот, Да. то дебаф. Дебаф, да? И чтоб стрелы Хускара спадали с этого. Когда ты в воду заходишь. С морфа просто подали. Чтобы не работали на него. Ну типа, монобрейк же не работает на Хускара, почему копи работает на воду? Бист не мог бить типа нейтралов, потому что они все его друзья друзья. его, да? Бля, помните, Чен тоже когда не Бист призывал с помощью третьего спыла рандомного нейтрала? Да, я помню. Это в бородатые времена? Это был 18, наверное, 19 год, где-то вот так. Это типа пиздец смешно. Не, это пиздец. Я против этой стоял. И еще он некра покупает, призывает себя А сатиром. помните, когда в доте были некра? Вот это было охуенно. Вот это было Ярика Жопова, но примерно вот такая вот. Там Такая отправляешь же просто, красная, если отправляешь некров просто на пацанов, и вот так вот, да, детка На красного гвардии. и синенького. чё. Сапик бежит, короче, Варди хочешь поставить, а там просто красный некр пробегает, такой пошел по сразу. А ты его пиздить не можешь, Да, ты потому его... что минус 400 получишь, да? Что такое было? Блядь, ладно, минус 700. 800, по-моему. А, ну вот, да. А на паре в Селюф попасться, и винрейт 100%. Я не могу попасться с Илюхой. Я буду драфтить против Илюхи. А у него винрейт 0% против меня. Реально? Не, не 0. Ну не Я 0. выиграл их троих. 15 где-то Вот. процентов. Никитос и Денчик был. Я их просто... Кто тебя засолил? Я. А на паре у тебя кто был? Я не помню, то, что за игра. Я просто с тысячниками, типа, вот этих. Реально? Конечно, это классно. Топ-13. А какая циферка? Нормально, немножко не хватает до... Не снимаю эту. Пожалуйста. А какой у тебя максимальный был ранг? 20. 20? Да. Ну, кстати, все пятерки, которые приходят в Team Spirit, у них ранг около, ну, типа 150/200. Типа, Prime Никитоса достигнет, когда у него будет 100 ранг. А у тебя 12? А тебе не стыдно, Илюха, то, что у четверки 13 ранг, у тебя 12? Не, вообще похуй. БТС это всего лишь пыль. Цифры. Да. Главное это хорошо играть. Ты хорошо играешь сейчас? Не знаю. Ты в проверим? Проверим. Hardwork pays. Hardwork pays off. Тебя точно. 655 страниц. Обычно, я когда такие вижу, это... Ладно, промолчу. Что, у меня тут просто роспись дай, роспись дай, роспись дай, роспись дай.
Почти 700 комментариев. Откуда у тебя столько комментариев? Он это... Бро, так я Он ж- сам себе пишет. А, ну я вижу, у тебя тут какой-то Макс, блядь, походу один, да? Не, все просто роспись вот, видишь? Дай сиг. Сам Бро, пишет. ты не знаешь, кто я? 2700 призовых. Почему? Ебать, я сикался призовые, ребят. Алло. Ликвидпедию следующую покажи. Была неплохая у тебя сумка, видите? Вот Никита пришел в Team Spirit, сумка у него вообще девайс как. А что, кому-то еще взять? А до этого был пакет Wildberries. Ты растешь, Никит, получается. Детский вывод, ребят. Как у вас подготовочка с панты, нормально? А вы немножко роли поменялись чуть-чуть? Прям не сильно, я бы сказал, что прямо что-то глобально поменялось, но прикольно какой-то другой взгляд извне, если мы довольно долго играли вместе, и у нас есть какие-то устоявшиеся взгляды на какие-то моменты, то это такой более свежий взгляд, что-то из других команд, какие-то паттерны подчеркнутые, которые он подчеркнул, это, ну, типа, прикольно, интересно, что-то он может там как бы, а вот это... Новое. Да, в таком духе. Он говорил, что он любит изобретать новые драфты. Он мне то же самое говорил. Ну, на дистанции увидел. Но это в каком-то смысле хорошо, потому что я думаю, я консервативен в драфтах. Типа, можно где-то что-то повыдумывать, но прямо чтобы что-то изобретать, в чем-то разобраться, да. Сложно новое, очень сложно. Что-то новое именно изобретать. Наверное, больше, когда новый патч нужен. Да, чтобы быстрее всех сообразить, это точно не я. Но теперь у нас есть панта. Ну да, видишь, хорошо. А драфты у вас как работают теперь? У вас раньше, как я понимаю, вы менялись с Яриком очень часто. То есть он драфтил, ты драфтил. Сейчас у вас 50 на 50 или больше в ту сторону? Совсем так, я бы сказал. Оно всегда по-разному было. У каждого есть свое мнение, и как ты... Да это же всегда трудно. Я думаю, все-таки за драфтером. Но если прямо изо всех сил продавить, прямо нет, блядь, били вот это, ну, условно говоря, все равно можно как бы и своего добиться. А так-то раз на раз не приходится. Аран, ты вообще красавчик. Пожалуйста. Ты крутой. Счастье, спасибо. Все. Хорошего тебе игры сегодня. А я не играю. Да, хорошие драфты сегодня. Так а что, еще играть надо помимо драфта? Ну, так ты что? Ну, вот видишь, напикал, ты еще, а играем, если хуёво. Ну, а ты за драфты отвечаешь? Я так сижу, не жужжу на зарплате. Что сразу отвечаешь? Все, друзья, направляемся играть. Играем мы в Сава-центр, это через дорогу. Очень близко, удобно, как и всегда, в принципе, на физуре происходит. Сейчас парни настроят компы. И после начинаем наше БУ-3 против Team Яндекс. Илюха, что за метка со Селяной Коврович? Не знаю, я увидел, волить и захотел. Это удобно прям? Ну, нормально. А тебя не срывает? Не, вообще плохо. Это жесть вообще. Я сейчас мокрый. Но в целом, не надо. Все, пришли мы в просмотровую. Она здесь стандартная, как и была всегда, но я вам покажу для тех, кто не смотрел предыдущие влоги с ППГ. Вот, у нас тут есть диван, аналитик, менеджер есть. Тут можно попить воду. Вот здесь мы будем смотреть доту. Тут зачем-то у нас шкафы есть, чтобы люди переодевались. Ты хотел бы шкафчики в школе себе? В школе? Как в Америке. Шкафчики? Как в Америке. Нет. Почему? Они не нужны. Удобно, учебники оставил, ушел домой, вернулся, учебники уже там, в шкафчике. Слушай, я, во-первых, и так не носил. Но мне кажется, все в России, сейчас не знаю, но вот раньше, когда мы с тобой были молодыми, так сказать, ты все ходили, чем в старшие классы, тем меньше всего ты начинаешь с портфеля, потом у тебя сумка через плечо, а в старших классах у тебя просто пакет, где ручка и 2 тетрадки, типа. Поэтому, ну, какие вопросы. Вот если бы у нас была бы спортивная интеграция в школе, как, собственно, в Штатах, например, да, американский футбол, баскетбол, вот тогда, наверное, шкафчики были бы нужны действительно. А так... А еще я жил в 150 метров от школы, поэтому... Мне типа домой где можно было сходить, да. Все, начинаем смотреть нашу игру. Team Spirit против Team Яндекс. Что, какие-то ожидания у тебя есть? Слушай, ну Яндекс нифига не слабая команда. Вот ну да, то есть после замен. Я ожидаю, что Яндекс на этом турнире выйдет в плей-офф. Поэтому думаю, что заруба будет плотной, но мы в себе уверены, и Никита у нас пикнет на 8-й Тимберсоу, и мы победим. Удалите это, если не пикнет. Так он не пикнет. Все, погнали смотреть. Вот они. Парни, Ланая? Такира. Парни, смотрите, Я бегу. Ланаю, парни. Парни, меня заюлили, Ланая умирает. Ланая убили, парни. Парни, зашли. Я в порядке. Парни, по героям можем по бесту? Да, парни. Без таба КБ, парни. Я его закрою, парни. Давай, Кентавр. Он выходит, парни. Ты могу Держите его на гете. Не могу, парни, у меня все КД. В нас напал. Меня хуёво заюлили, парни. Я понимаю, парни очень хуёво. Нас убили парни беста.
Я не могу байнуться еще. Я буду ланаю. Меня убили, парень? Парни, тут без кентавр. Нет, без кентавр. Я байбэкаюсь. Парни, А, бегут вот вас. Парни, бегут вас. Я с диском, парень. Я бегу, ребят. Я тебя засейвлю еще, он это не бьет. Кентавра добить, парни. Кентавра добьем, отхилимся. Я ланаю хуй. У меня будет сбить ТП, ланаю, помочь. Здесь сидит Мелди, здесь. Линкаут нажала. Я тут-то. Вот. Моего не выводишь, что ли, моя? Ну, сейчас же была хорошая драка. Это был их единственный шанс. Они хорошо все вроде сделали, но Фил пожил, Рингмастер и все кнопки пришли. Да. Смотрите, ланаю. Бегу, парни, на вас. Ланаю байбэк, парни. Мне дай, если я могу. Добили. А давай. Дай мистер. Парни, я без ста буду ебать. Парни, я без ста буду ебать. Прошу. ГГ, ребятишки. Произрайт этот билд показал. Этот коронный имба-билд. Ебите меня счет. Зацените. 3-2, 22. Нормально. Что на старте было так тяжко прям? Че? Нет, пик неплохо. Пик так себе? Да, так себе. По-хорошему мы хотели ХД 16-17 взять, надо было просто 13 не выбрать. Плюс мы ждали, что у них не лишних будет на четверке. Но он Сварк его взял. Вот это вот немножко только смущало. А так без того, что ХД можно было взять, Core 16-17 ХД. Он по секьюрити линии пикнул спокойно. Ну и там просто Сварк бы был, он просто пулил все равно. Вот. А тех, кого хотелось взять, они бани были. Бани были, к сожалению. Как тебе в ТХД превращаться понравилось? Спасибо за красный спек. Ну, тоже я играл, там Морф скизил Джекера Хорму и Трон защитил. Красный успех светить. Я говорил, что мы ТХД без 100 должны взять как саппорта, пятерку. Хотел всего 16-17 кидать, они его просто спиздили. В этом чуть-чуть проблема вышла. Ты берешь Тускара, вот я думал, что они возьмут Джакира и еще кого-то героя. Они могли взять лучший герой, на самом деле, просто Тусика. Типа, двух сопов хороших. И Тусик был пиздец, как трудно себя реализовать. Тусик любую линию стоит. Не, понятное дело, что он линию стоит, но ты не можешь нормальный импакт носить в начале. Не, понятное дело, в эрлигейме именно. А это следствие того, что мы стоим линией на кач и на ёбку, раз. А во-вторых, у нас в целом такой драфт, нам ведь надо покачать. То есть я нигде не могу прешер создать, в этом прикол. А на стене. Поэтому, думаю, типа, может где-то взять... Я вообще думаю, типа, взять Джакира и сейчас на 13-й. Ну вот, у Джакира они возьмут с какого-то сварка. Если бы они были поумнее, было бы тяжелее, конечно. Она 0 фарма на самом деле всю игру. Но они в топ-пышку убивались долго. Да. Ну вот если бы Ланай там был подоедал... Плюс они еще на Торментере все зарейнили. У них все было охуенно до минуты 15. Потом два раза сделали, и все. Ну там вот пик их был минута 16. Они герои темпа. У них слэш-фарм, Ланая, Бист. Рошана они забрали. Но мне кажется, Бисту все-таки, когда он забирает Рошана, все-таки Блинк надо покупать, не БКБ. Да. БКБ это слишком сейвово. Его БКБ появилось в момент... У них Кентавр тоже без Блинка, то есть у них там Блинк поздно появился. Они даже как-то не могут сыграть что-либо. Маны мне какие-то, парни. Бейте его рукой, парни, просто. Я дам Тимона. Я еще на героя тут. Найс. Или завтра, парни. Парни, Панга зашел Хорош, гейт. парни. Они хотят бот скрывать, смотрите, вот так парни. арканы, 300 голды. Даю. Он нажал. Все Парни, летят мид, парни. реактит. Не лучше парни, тяжело. таргет, парни. Дайте на мне 40. Я свяжу, парни, здесь, ко мне могу. Я связал, парни, Панга. Кларка, парни. Ой, могу хуярит еще. Я дал сайленс. Парни, у меня 5 секунд, или Да, подойдешь? мы можем, да, мы Смотрите можем. меня, парни, меня смотрите. Парни, дис пиздатый килл. 5 секунд прокастом. Меня вернули. Диза. Диза убью. Парни, я уже не бегу. Слишком далеко. Парни, морф 8, чил. Окей, смотрите, парни, я просто его нажму, все. Мы его убьем, парни, мы его убьем. Найс. Парни, можем с этой пачкой на самом деле хайграунд идти. Бля, вообще... Добей. Все, фил сдох. Забайтили меня, суки. Роу нажали. Я с баем, парень. Я свяжу, парни. Под выходом. Я баюсь еще. Я помогу. Парни, я Марфа убиваю. Парни, я тролля за контроля еще. Да. Капитан Фантомем, блядь. Фантомем Никитка, наш капитан. Маш, разбачь меня в Дискорде. А по тебе ночь. Тогда, пожалуйста, я тебя очень прошу, если ты очень о чем-то просишь, отвечай хотя бы за сутки. Ну, когда ты меня просишь 2 раза, это единственный раз. Я тебе пишу 3 раза тебе пишу. И ты просто игноришь, я думаю, чувак, ты же меня просишь.
ситуация в том, что он меня о чем-то просил, и я реально ему ответил. Потом я ему пишу, типа, чувак, ну что там? Потом опять проходит еще там часов 8, я опять пишу, братан, он говорит, почему ты молчишь, что типа, ты спросил? Вот. А он мне смайлики ставит на сообщения. То есть он мне не отвечает, но смайлики на сообщения ставит. И у меня так жопа сгорела, ну чё, почему ты не можешь ответить, а смайлики на сообщения ставишь? Типа, сразу в блок его, правильно? Ну сам подумай, представь, на самом деле, да. тебе нужен ответ получить от чувака, он тебе не отвечает, причем он сам попросил. Ты ему пишешь, а он тебе смайлики на сообщения ставит, но не отвечает. Что так простенько было вообще? Что ты просто пока все бегал, но всех бил? Да игра такая фришная, я даже не попытаюсь как-то закрыть. На самом деле монстр будет иметь странно, блядь. Просто этот герой слишком такой, стоатим. У него геймплей очень топорный, ты просто стоишь в миде, до филактерии. А по тебе должны играть, бегать, чтобы ты... Да там никто будет играть. Тут просто даже некого превращаться, либо ты должен быть супер задротным морфом. Единственный морф, который типа импактил в миде, это Топсон против меня. Там был импакт. Но плюс это ММ от компетки отличается. Было бы жестко, если бы они взяли квапу и флексили 1-2, это было бы жестко. Да зачисти, братан. Все в порядке. Ну, бывает, умер, это не трава. Ничего страшного. Одна стрельба. А что за жадность брата вообще была, кстати? Так я знал, что он умрет. Я ему сказал, что он умрет. Мы смотрим, я думаю, он говорит, иди на базу, пожалуйста. Ты бежишь. Это не жадность. Если честно, я думаю, он сам знал, что он умрет. Я понимал, что я тоже могу умереть, но там уже я до конца был. На самом деле, в такой слоу игре, когда ты особо не делаешь мувов, игра засвоилась, это не кринж, типа, назад смог на то, чтобы ты это все Не, я просто думал, я закачаю. Да мне надо было, чтобы кто-то потанчил, все, если без смока. 12 часов ночи почти. Будем закругляться. Ребята сейчас пойдут... Ты что пойдешь делать? Отдыхать, покушать? Я сыграю одну в доту, а потом пойду спать. Завтра играем против Heroic. Будет супер интересная встреча, потому что они тоже сделали какие-то изменения. Там Виспер пересел, поменял роль. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Скоро увидимся.